Полиция не может тебя там пальцем тронуть. Потому что если полиция будет арестовывать преступника и во время ареста его ранит или, там, не дай бог, убьет, то в тюрьму сядет полицейский. То есть совершенно никакой защиты правовой. К сожалению, Гватемала попадает на этом коридоре, где проходит очень много наркотиков в США и в Европу. Ну да. Ну, понятно, есть зоны менее благополучные, есть более благополучные. Я думаю, что можно ходить везде. В Питере Если были ты- красные зоны? Да, конечно. Питер я все знаю, я весь город знаю. Я знаю питерских бандитов, например. Если его просто повесят, ему тоже повезло. Потому что там с такими разбираются очень, очень жестоко и радикальными способами. Его живьем сожгут. И теперь полицейский может стрелять. В случае, если он видит ситуацию, он уже может силу принимать. И это не грозит ему тюрьма, и не грозит... Проблема в том, что нужно сокращать рождаемость, а не поощрять ее. Некоторые люди в Гватемале считают, что здесь был геноцид. Да? Я считаю, что не был геноцид. Это были военные операции, такие конкретные, точечные, на определенные деревья. Человек там мешает обществу, либо что-то делает и вызывает полицию. Любой человек, прохожий В Гватемале, смотри, в Гватемале разрешено ношение огнестрельного оружия. Ага. Велика вероятность, что будет мимо проходить какой-нибудь колхозник с пистолетом, и ему скажут, что так делать нехорошо. Мне это не нравится, да? Да. И что происходит в Гватемале? Фруктов, цветов, много цветов производят. Ну, строят дороги. Это правительство не строит, а предыдущее строило. Это очень слабое правительство сейчас. Россия дает стипендии, 10 мест для Гватемалы. В год. В год, да. Есть проблема в том, что родители не отдают детей в школу. И они рожают своих детей как свою бесплатную рабочую силу. Здесь у нас большие пробки. В городе общественный транспорт очень плохой. Например, к сожалению, у нас нет метро, например, в столице. Да? Эта страна одна из самым высоким в мире классовым неравенством. Мало дорого. Здесь у нас дорогая страна. Президент даже не может выбрать, не уволить, не выбрать никак, не повлиять на генерального прокурора. Первая зона, теперь там можно сходить погулять в этом. Не то, что как раньше ходишь и там. Я понимала, что я не могу учиться в Советском Союзе в высших учебных заведениях. Почему? Потому что я человек верующий. Всем привет, это Гватемала, и мы встретились с Хуан Пабло и с Каталиной. Сегодня они расскажут, почему именно Гватемала. Поехали. Скажите, пожалуйста, почему именно Гватемала и эта локация, где мы сейчас находимся? Ну, почему Гватемала? Потому что я здесь родился. Я местный. И почему эта локация? Ну, мы находимся за городом. Здесь 25 километров от центра столицы Гватемалы. От города Гватемалы. То есть за город. Я всю свою жизнь, детство и молодость рос за городом, только с другой стороны города, там называется Сан-Лукас. И у родителей был большой участок, прямо как дача. И я привык к большому, но более обширный сад и растения люблю. Когда я был в Санкт-Петербурге, я жил какое-то время в общаге. В общежитии? В общежитии, да. И потом в комнату снимала, а потом квартира. Ну, там многие годы я жил грубо говоря, в 4 стенах.
И я понял, что у меня это не для меня. Это какие годы были? Это был с 2000 года по 2007 года. То есть 7 лет я жил. Ну, почему выбрали обучение в Питере? Ой, не обучение, а работу. А я училась в Питере тоже. А, в Питере Я учились? Да, я училась в Питере, я купила квартиру в Питере. Я так думаю, что эта недвижимость потеряна для меня. То есть она до сих пор существует? Да, конечно. А почему Питер выбран? Ну, там не в своей стране обучались. Ну, смотри, тогда я еще и в школе училась в Питере, тоже немножко. То есть родились в Питере или нет? Отец, он родился на Ханку, он финн. Мама моя тоже из многонациональной семьи. И нельзя, наверное, говорить, что вот кто-то откуда-то именно в этой деревне, там, в этом месте сидел, и вот именно оттуда. Но папа, получается, половину финн, Нет, папа у меня финн. полноценный финн. А мама? Мама у меня по национальности, она тоже из различных национальностей. Ну, какие там присутствуют национальности? Поляки, цыгане, литовцы. Кто третий? Поляки, цыгане, украинцы, литовцы. Украинцы, литовцы. Потому что моя... ну, тут же еще не можно только говорить о национальном составе. Да, там и классовый состав тоже там по-разному очень. Ну, то есть в Литве так не жили? Нет, жила, конечно. Жили. Жили. Родились в Литве? Нет, я родилась в Питере, потому что у моей мамы отрицательный резус-фактор, у меня положительный резус-фактор. Ага. И хорошее медицинское обслуживание ей могли оказать только в Ленинграде тогда, потому что это 1974 год. И вообще чудо, что я родилась. Потому что мог случиться резус-конфликт матери и ребенка. И я не первый ребенок у моей мамы. То есть это один шанс на миллион, что я вообще родилась. Обычно такого не происходит. И тогда, по-моему, в Советском Союзе, вообще во всем мире это было несколько клиник, где могли оказать помощь матери и ребенку в такой ситуации, когда различный резус-фактор и не первая беременность. То есть несколько сестер, братьев у вас, да? У меня одна сестра, старшая, и младшая, и средняя. А они где живут? Одна сестра моя живет в Швеции, в Стокгольме. Один брат у меня живет на Кипре. Он айтишник, он работает на Кипре сейчас. И одна сестра у меня живет в Питере. Ну, коммуницируете друг между другом? По праздникам, с Новым годом. Да. Ну, разница в возрасте большая у нас. И чтобы не было токсичных семейных отношений. Они не связаны с политикой, они не связаны с религией. Но в определенный момент со старшей сестрой мы перестали иметь общение. А старшая где живет? В Стокгольме, в Швеции. Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4.
Организуем путешествие под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. Ну, Питер как? Хорошее образование дал? Да, тогда было хорошее. Тогда да. Это какой год? Смотри, это было 90-й, 96-й год, университет технологии и дизайна в Санкт-Петербурге. Я понимала, что я не могу учиться в Советском Союзе в высших учебных заведениях. Почему? Потому что я человек верующий. А тогда, когда был Советский Союз, нужно было учить, сдавать этот научный атеизм и историю коммунистической партии, которую я никогда не стала ни учить, ни сдавать, ни тем более этот научный коммунизм, который абсолютно расходится с моими религиозными убеждениями. Поэтому я знала, что я учиться. Да, я могу поступить, но я уйду с первого курса. И я не вступала в комсомол никогда. Это шло в противоречие с моими политическими убеждениями, политическими и религиозными. И устроиться работать всегда можно, если человек с головой, он найдет, как ему заработать и закончить институт. Это, наверное, не главное. Ну, тут с Божьей помощью случился крах Советского Союза. И да, я смогла поступить. А в кого верите? Я католичка. Да, и муж мой католик тоже. Он и я, у нас было миропомазание в одном и том же костеле, просто в разное время. В Питере, в Ковенском переулке, костел Лурдской Божьей Матери. Божьей Матери. Лурд – это город на юге Франции, где было явление Пресвятой Девы в XIX веке. И вы познакомились на дискотеке? Да, нет, понимаешь, католическая вера не запрещает тебе проводить время активно. Это у протестантов, у многих, они не употребляют, да, алкогольные напитки, они не танцуют. Как танцы мерзостный, позорный грех для них, для многих. Не для всех, потому что, как я говорю, что очень много течений религиозных, протестантских. И некоторые из них, да, они категорически не употребляют, не танцуют. Вот, например, у нас есть одна двоюродная сестра, троюродная, которая, да, ее семья ходит, являются прихожанами вот этих неопротестантских церквей. И у них на свадьбе, то есть ни танцев, ничего нет. Пришли люди, послушали проповедь пастора, обед без алкоголя, без танцев, ничего. Просто пошли, подарили подарки, встали, ушли. Все, до свидания. На этом свадьба закончилась. А для католиков, танцы, что ж это плохого-то? Главное в меру. А вы познакомились в Санкт-Петербурге, правильно понимаю? Да, мы познакомились там. Был 2004 год. В 2004 году в июле. В июле, да. На танцах. Да. Как она рассказала коротко. Там была такая дискотека, такой клуб, называлась Гавана Клаб. Ну, в Санкт-Петербурге было целое общество любителей латиноамериканскую музыку. И тоже было достаточно много латиноамериканцев. Были из Панамы, были из Колумбии, из Перу. Такая община такая. И мы в Гватемале, гватемальцы не очень любим танцевать. Здесь мы такие более холодные в этом плане. Не настолько тропические. Не горячие. Да, не горячие. Там, допустим, как на Кубе, в Колумбии они очень любят. Даже в Эквадоре, Перу. Но здесь как-то народ более тихий в этом плане. И там община в основном из тех стран, которые сильно танцуют, и, допустим, тебе придется
И каждую неделю было какое-то мероприятие. Например, в Гавана Клаб то среда или четверг был день, когда более латиноамериканский, можно сказать, да, там бесплатный вход для латиноамериканцев, да, и музыка латиноамериканская там и прочее. И шоу-программа какая-то. И бывало, что в разных ресторанах организовали тоже феста, например. Вот. И я иногда ходил. Были те ребята, которые каждый день, понимаешь, потому что каждый день можно было где-то потанцевать. Многих моих друзей были в школе танцев, например. Кто-то диджей, многие стали диджеями. Но я не мог поддержать такой ритм, ну, по крайней мере, раз в неделю, раз в 2 недели. Да? Вот. И был один день, когда друзья мне сказали: Павел, все, пошли сегодня на дискотеку. Я говорю: слушайте, я не хочу, мне как-то не очень, меня не очень хочется. Давай, пошли, знаешь, когда друзья начинают. Ну ладно, хорошо. И я пошел, ну, там встретился с друзьями, и они мне сказали: вот, мы хотим с кем-то тебя познакомить, да. И, короче, я так и подошел к Каталине. И я через неделю или через 2 собирался поехать в балтийских странах на путешествие. Это было лето. Я хотел поехать на поезде в Эстонию, в Латвию. Ну, это была моя программа. И как раз мне говорили: вот, она тебе будет рекомендовать, куда идти, что делать, она все знает, да. И вот так они меня с таким поводом познакомили. И мы начали говорить, да, там про как ехать. И Каталина, кстати, через день или через 2, не помню, через несколько дней она тоже поехала туда, ну, да, через... Нет, я только как раз приехала. Ну, Я в отпуске была, и как уже раз я приехала. приехала. Ну, да. но я помню, что ты все равно скоро поехала там через несколько... Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. И как потом-то решились в Питере, вроде познакомились. Ну, какое-то время жили, наверное, почему вы решили? Да, Это мало когда приехать. Павел доучился. Дело в том, что у нас с мужем очень большая разница в возрасте. Угу. Он намного моложе меня. И он закончил, и он говорит, что, ну, смотри, здесь как-то перспектив так-то почему? совсем нет. Те года разве не было двигательных перспектив? По сравнению с Гватемалой для него нет. А он по какой специальности закончил? Он биолог. Биолог. И он закончил университет, и мы уехали, да. Ну, ему обязательно нужно приехать было, как бы то, что он должен отработать определенное время в Гватемале. Нет. Он просто, все, он отучился, да, и, наверное, его спроси, как он думает о своей профессии, потому что, когда он ее выбирал, он был совсем юным, молодым человеком, да, ему было 18 лет. И как потом мужчина с этой специальностью может зарабатывать деньги, потому что сейчас он занимается бизнесом. По этой специальности? Нет. Он бизнесмен. Он занимается бизнесом, у него свои проекты. Он тебе все расскажет сам, как он это видит.
Как Да. удалось уговорить переехать в Гватемалу Каталину? Ну, смотри, мы жили неплохо там, да? Как я тебе говорил, я подрабатывал официантом, зарабатывал, в принципе, неплохо. И было время, было денег для, ну, чтобы в кино пойти, знаешь, чтобы одежду покупать или иногда путешествовать чуть-чуть, знаешь. Но потом, знаешь, вот у меня было сколько, 22, 23 года, где-то так. И я начинал думать, ну, мне все-таки нужен дом. Мне нужна квартира, мне нужна машина, мне нужны как-то, ну, знаешь, такие более, ну, такие основные вещи в жизни, да. И все-таки официантом работал. Я понимаю, что, блин, я же биолог, я же не могу всю жизнь работать официантом, да, это во время учебы, да. И я думал, ну, ладно, чем я буду заниматься в жизни, да. Я тебе говорил, что я думал про бизнес, заниматься бизнесом. Я понял, что в России работать как биолог, зарплаты не очень привлекательные. И я думал, ладно, например, покупать квартиру, ну, думать о покупке квартиры в Санкт-Петербурге, но тяжело, потому что они были дорогие. В то время были очень дорогие квартиры. Уже были дорогие. Например, во-первых, я тебе говорил, я не люблю маленькую комнату, да, то есть, допустим, Ну, там за городом тоже покупают дома да, в Ленинградской области. Да, но эта цена тоже, знаешь, то есть тоже нужно уже иметь много тысяч долларов, да. Там было, например, квартиры по 200, по 300 тысяч долларов, да, ну, те, которые хочется, да. И думал, ну, блин, все равно я зарабатываю официантом, например, ну, 1500, да, например, долларов. Ну, блин, как делаешь математику и видишь, что как-то не легко. И думал, я вернусь в Гватемалу. Здесь условия... Я думал, что, имея все контакты, друзей, язык, могу заниматься бизнесом в России. И так могу зарабатывать больше денег. Да? И я начал думать, что делать. Наверное, точно вернуться, потому что остаться там... Знаешь, у меня было такое... Я очень люблю Россию, очень люблю... у меня были очень хорошие друзья и прочее. Но я там всегда чувствовал себя иностранцем, понимаешь? Я не могу сказать, что я 100% чувствую себя уже местный, да? Там... И всегда встречаешь такие ситуации, где ты чувствуешь себя иностранец, понимаешь? Язык все равно сложный, на 100% ты не можешь владеть его, да, то есть видно, что я иностранец, да, то есть есть такое чувство, знаешь, что не совсем укоренился, можно сказать, да. И это, с одной стороны, потом... по экономической точке зрения, я думал, нет, я вернусь к себе. Но она как сразу согласилась. И я говорю, Каталина, слушай, посмотри, да, вот так, да, ты сама понимаешь, да, вот сколько я здесь зарабатываю, кем я могу здесь... Мне будет сложнее здесь заниматься бизнесом, да, потому что другая страна, да, я тебе говорю, то есть все-таки иностранец, да. И мы хотим, ну, расти, да. И Каталина очень любила, она, наверное, то, что ты видела от латиноамериканского мира, да, то есть она любила танцы, язык, может быть, не на 100%, да, но уже говорила, да, уже понимала очень много о нашей культуре, да. Каталина, например, очень любила кофе, любит кофе, да. И, ну, таких, знаешь, мелочей. И у нее открытые мысли, да, у Каталины есть мышление такое, знаешь, что ну, мир большой, да. И я говорю, слушай, здесь она еще не любит холод. Каталина очень не любит холод. Зимой всегда... Ну, не то, я не думаю, что только она. Я не думаю, что все люди, которые живут в России, любят холода. Хотя есть, которые очень любят снег и прочее. Но
Зима имеет очень красивые моменты, но это, знаешь, как-то точечные, знаешь, когда ты выходишь на природу, и снежок такой пушистый, красивый, ну, тогда красиво, да. Ну, а вы согласились? То, что окей, едем в Гватемалу. Да, да, конечно. То есть не было своего личного мнения какого-то. Ну, он же из Гватемалы. Ну, да. Да, ну вот. Но обычно люди, окей, вы же тогда еще не были в браке. Да. Поэтому я и спрашиваю, может, у вас свое мнение было, а у него другое мнение. Ну, если бы мы имели разные мнения, мы не были бы вместе. Ну, наш до чего-то какой-то компромисс, может, дошли. Ну, я возила его в Литву, и он говорит, слушай, так вот это Вильнюс похож на Гватемалу, на столицу похож. Ага. И говорит, вообще, у тебя очень тут похоже все. В Литве, как и у нас, это очень похоже. И когда мы приехали, жили мы тогда с родителями, они живут в Сан-Лукасе, и там сосновые леса. И когда я вышла из машины с первым чемоданом, на меня пахнул запах, знаешь, вот как у нас в Литве в лесах. Тот же самый запах. И он тебя окружает не постоянно. Хорошо. И да, костелы, конечно, в первой зоне напоминают там костелы в Вильнюсе. Ну, понятно, что другая страна, и понятно, что они строились все в одну эпоху, да, это 17 век, и они все в стиле барокко, практически все. То есть, ну, не было такого, что если человек, может быть, там уедет куда-нибудь в пустыню, знаешь, или куда-нибудь в арабские страны, может быть, будет совсем другое ощущение. Нет, у меня не было совершенно. Много людей на русском говорят? Да, Да? да. По районам. По районам? По районам. Смотри, на Западе и в центре мало говорят. Ну, говорили, когда был Советский Союз, когда учили, да. А традиционное место проживания в основном это на востоке Литвы, да, это такой город, как Висагинас, такой город, как Вильнюс. Ну, в Висагинасе почему? Потому что там атомная станция, Игналинская атомная станция, которая сейчас законсервирована. А почему как законсервировали? Она имеет одинаковое структурное, сказать, построена по тому же проекту, по которому построена Чернобыльская атомная станция. Ага. И имела те же проблемы, которые имела Чернобыльская атомная станция. То есть постоянно были какие-то микроаварии, и в конце концов принято решение было по тем конструкционным недостаткам, которые имела эта атомная станция, лучше ее законсервировать. Ну, это после происшествия на Чернобыле. Нет, это уже было в начале 2000-х годов. Ее законсервировали, охладили реактор, да, аварийную защиту сбросили. Но сейчас ведутся разговоры, что сейчас завезут новые стержни, эти стержни будут безопасны, и мы снова возобновим работу Игналинской атомной станции, и как бы будем давать атомную энергию на все ближайшие страны. Ну, пускай они эту станцию у себя во дворе построят в огороде и там производят со своими новыми стержнями. Опасно. Ну, я считаю, что опасно. А как Литва сейчас вообще относится к русским? Ну, смотри, ты же знаешь, да, что идет война, что русские делятся на нормальных людей и на некоторых ватников. И я думаю, что к тем, которые ватники, очевидно, там не очень хорошо относятся. И те, которые люди нормальные, все понимают, что есть нормальные люди, а есть, кто поддерживает войну, зомбированные, и Z-патриоты и прочие. И я так думаю, что к ним во всем мире не очень хорошее отношение. Ну, если вообще... Там же наверняка русские тоже живут. Да, конечно. Вот, как между друг другом вообще коммуницируют, есть какие-то конфликты? Ну, смотри, несомненно, ватников хватает во всем мире. Пропаганда российская работает очень хорошо. Мы можем еще долго об этом говорить, но я так думаю, что это конфликт не национальный, а это конфликт политический. И если там говорящие люди на русском языке, туда же очень много уехало оппозиционеров, да, российских. И я думаю, что у них не самые лучшие отношения с испытывающим сострадание к Z-патриотизму.
Я очень люблю Питер. Там, я тебе говорю, я хотел ходить по всем музеям, по всем галереям и смотреть все, знаешь, культурные вещи, которые этот город может предлагать. Я, например, в Эрмитаж ходил там очень много раз, да, там, ну, очень много, может быть, не сотни, но десятки раз, да, там. И русский музей тоже очень интересно, и я читал авторов, например, не знаю, там Анна Ахматова, допустим, да, или там, не знаю, там Достоевский, Толстой, не знаю, и Пушкин. Ну и какие-то моменты происходили в Питере, да, там в каком-то квартале, в каком-то доме, в каком-то переулке, знаешь, вот. И ты и хочешь как-то все это знать, посмотреть, да. И я очень любил Питер, белые ночи, ходили там, знаешь, пиво пили посередине, в полночи, да, мы ходили по Невскому проспекту. Ну, я стал очень чувствовать себя как гражданин Питера. Да? То есть мне стиль жизни мне понравился много. И не хочется с этим расставаться, понимаешь? Не хочется... потому что я чувствую, что я не все сделал, понимаешь? Я не ходил по всем местам, я не сфотографировался. Мой хобби – это фотография. Я не сфотографировал все переулки, я не ходил по всем музеям, знаешь, еще как-то еще чувствую, что не все сделал. Мое дело еще не закончено, понимаешь? Но думал, ну, надо принимать решение. Да? И в один момент думал, ну, все, уже все, что не сделано, то не сделано, да? И жизнь идет, время идет, и есть другие места в мире, да? Которые тоже хочется посмотреть. Но получилось наладить бизнес, когда в Гватемалу вернулись с русскоговорящими? Да, вот хороший вопрос. Был я несколько лет, я этим старался, очень занимался. Но можно сказать, что после 4 года, наверное, работы в этом направлении, результатов, можно сказать, что мало. Я, когда уехал оттуда, у меня были знакомые, он был почетным консулом Гватемалы в Петербурге, Алексей Хованов. И мы переписывались с ним, там разные проекты, инвесторы, которые хотят поехать в Гватемалу, возможности, например, хотели покупать, например, Гватемала очень много креветок производится. Она из стран, которые достаточно промышленность, или как это называется, креветочное производство достаточно серьезное в Гватемале. И Россия покупает очень много креветок, и один раз мне говорили, ну вот есть такая направление, возможность, как это называется, когда тебе дают заявка на покупку столько тонн креветки там. Допустим, большие креветки. Да? Ну и, короче, мы с двоюродным братом поехали на этот завод. Ну, не завод, а такая типа ферма такие, знаешь, лагуны огромные есть. Да? И там меня плохо встретили, мне говорили, что ты хочешь, говорили. Я говорю, креветки мне нужны. Какие креветки? Ну, вот, допустим, большие, допустим. Слушай, у нас столько видов креветок, да? Есть, допустим, вот, есть очень много. Да. Ты скажи, что ты хочешь. Если ты не знаешь, что ты хочешь, ну, блин, я не буду терять время с тобой. Ну, примерно так, да? Я, понимаешь, я говорю этим, отправляйте. А я спрошу у этих, дайте мне каталог или что-то, да? И они говорят, ну, ты не знаешь, что ты хочешь. Интересно. Вот. И, допустим, вот так закрывались очень много дверей. Я же был неопытный, И вот так очень много возможностей как-то закрывались из-за того, что как-то неправильно... не подготовлен. Я сам не подготовлен, а запросы были тоже, знаешь, как-то на другом языке. То есть не то, что на русский, испанский, а другая форма понимать. Угу. Подача другая была. Допустим, были возможности... кофе очень много искали. Да? Сейчас ищут. У меня был друг. Да, но вопрос, понимаешь, вот смотри, в России всегда была такая фишка, что, допустим, там есть какие-то мифические олигархи, мифические какие-то богатые люди, которые все покупают, которые все хотят, да?
Но когда ты сделаешь предложение, оказывается, что у них уже все есть, да, то есть как-то, например, то есть, например, в Гватемале есть хороший кофе, достаточно известный, да, но ценник, имеет определенная цена. Например, я тебе расскажу конкретный случай с одним другом. Он был друг моего друга там, да. Они мне говорили, один день мне говорил: Пауло, как дела? Слушай, там я тебе познакомлю с кем-то, он хочет покупать кофе. Хорошо. И все пришло к тому, что он приехал сюда и искал кофе. Но он, например, оба учились в этом процессе, да, потому что кофе очень, очень комплексный рынок. Есть разные районы в Гватемале. Есть 8 районов кофе. И есть такие места, которые не попадают в районы. Знаешь. Но тоже хорошие, просто есть по высоте, согласно высоте от уровня моря, чем выше, чем лучше. Да? Да. Есть еще сортов растений. Есть разных сортов. Некоторых считается, что они, скажем так, более ароматные. Да? И другие, например, допустим, понятно, что только говорим про кофе арабика, да? Там есть какой-то робусто, но это даже не будем говорить, да? Есть разные растения, например, борбон, есть катуаи, есть типика, катура, какой-то марагаджип, тоже пакамара. То есть есть гейша, который известный, очень модный стал. Да? То есть есть очень много разновидностей, и каждый производитель знает, что он производит, и пытается продавать подороже. Да? То есть, и есть кофе, который второго сорта, например, он потому что он разбитый зерно, или например, плохо сушили, не знаю, там разные варианты. Но ты должен знать, где, что ты покупаешь и сколько это стоит. Да? И получается, что мой друг, он, конечно, хотел покупать самый лучший, самый крутой, но по цене самого дешевого. И мы искали, и он говорит, должен быть такая как-то золотая серединка, понимаешь? Мы должны найти. Мы были в Антигуа, в один случай. Через моих знакомых дошли до одного. Вот Антигуа – это один район в Гватемале. Там есть 19 фермов. Да? Ну, они большие фермы, эти фермы, наверное, с времен колонии. Да? Там семейные, традиционные, все, да. И мы пришли к одному фермеру, и он нам говорил, ну, я ферму показал, как мы делаем, все. И этот говорит, ну, хорошо, я хочу у тебя покупать, сколько стоит? И он говорит, слушай, я тебе могу порекомендовать другого человека, у него тоже очень хороший. Нет, но я хочу у вас покупать. Слушай, не могу продавать, говорит. Я продавал мои урожаи уже на несколько лет вперед, да? Нет, но я все равно хочу покупать. Говорит, слушай, мне покупают уже 20 лет, покупают клиенты японские, голландские. Они мне хорошо платят, и я их доверяю, да? Я не буду менять клиента ради какого-то человека, который я первый раз вижу. Нет, но я хочу что-нибудь как... Ну, если ты меня платишь в 2 раза дороже, да, тогда я тебе могу продавать. И так, знаешь, многие люди уже, то есть, уже имеют свои клиенты, и, например, есть еще третий сорт, да? Но никто не хочет продавать свой третий сорт, да? Это как-то для собственного потребления. То есть, в основном ты идешь, они хотят тебе продавать самого лучшего. И вот в этом игре он приехал 2 или 3 раза, приехал, да? Но не повезло, потому что это котируется на бирже. Когда он приехал, всегда биржа пошла наверх. И он говорит, ждем, когда понизится, ждем. То есть вот так, знаешь. И там, конечно, он покупал,
но не те количества, чтобы можно было сказать, что супер бизнес, да. Он там сделал, в России сделал свой смесь, пожарил, продавал, но я тебе говорю, там цена, да, потому что там в России тоже очень много кофе, но, например, из Бразилии, я не знаю, из других стран. И Из Коста-Рики. Ну, да, и надо знать, где продавать там. То есть это целое искусство, да? То есть где покупаешь, что ты покупаешь, где продаешь, и чтобы цена была конкурентоспособная. Да? То есть сложная тема, нужно этим заниматься. И нужно Просто найти эту серединку, чтобы какой у тебя рынок, кто у тебя клиент, да? И здесь гарантировать, если ты хочешь... Потому что мы говорим про гватемальский кофе, это говорит про качество. Никто не будет говорить, какой-то третий сорт из Гватемалы, да? Потому что все стараются, здесь внутренняя конкуренция, чтобы у каждого должен быть лучше. Да? Да. Поэтому вот так не получилось очень в этом плане. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. В Гватемале есть такой, например, про производство электроэнергии. Есть такой план долгосрочный на расширение системы производства электроэнергии. То есть нужно спрос на потребление электроэнергии растет. Допустим, где-то 10 или 14% каждый год. То есть каждый год должны открываться новые станции. Да? То есть такая программа, там есть гидроэлектростанции, есть частные проекты и прочее. Но тоже сложно, понимаешь? Тоже сложно. Есть социальные проблемы у нас, да, например, вот эти лицензии. Есть очень много людей, которые против этих проектов. То есть я тебе говорю, нужно не только денег, не только иметь денег, но возможность, что твой проект будет успешным. Да? То есть не просто говорить, у меня есть, например, там у кого-то река проходит посередине фермы, да? Там есть какой-то спуск, и там можно делать мини-гидроэлектростанция. Но, например, приходит, у человека нет денег, у него есть ферма. И приходит инвестор и говорит, допустим, этот проект стоит, например, $3 миллиона, допустим. Да? И фермер, владелец думает, что он типа пополам, да? И на самом деле не так. На самом деле, сколько стоит этот участок земли? Например, 100 тысяч, да, например, да. А ты поставляешь 100 тысяч, а мы поставляем 3 миллиона. Да? То есть у тебя процент будет 1%, да? И сразу человека так не интересно, да? Потому что хочет больше. Да? И, например, такие моменты и проекты не получаются. Да? Потом из России тогда попросили очень много государственных гарантий.
что контракт должен быть подписан чуть ли не с правительством. А у нас здесь все частное. И правительство это просто тебе создает условия, да, для, например, есть закон такой, допустим, ребята, делайте, что хотите, главное, делать все согласно этих. А там инвесторы очень не доверяли, там Гватемала, такая страна, знаешь, далекая, там может быть, знаешь, бунт какой-то, или диктаторский режим, или гражданская война, типа, знаешь, нет, мы хотим гарантии от правительства. И здесь никто тебе не дает гарантии, потому что это свободный рынок. Да? То есть, это, допустим, ты хочешь сделать свой бизнес, и ты хочешь, чтобы тебе кто-то давал гарантии, да, что ты будешь успешный. Да? То есть, тебе никто так не сделает. Да? То есть, вот, пожалуйста, здесь есть юридические какие-то рамы, да, вот есть банковская система очень прочная. Допустим, Quetzal, да? Наша монета одна из самых прочных, чуть ли не в мире. Да? Да. То есть здесь история, если ты смотришь на историю, да, макроэкономика Гватемалы очень прочная. Да? Здесь не было никогда такая гиперинфляция, ничего подобного, потому что есть определенные условия. Да? Ты что еще хочешь? Какая гарантия ты еще хочешь, да, например? Да? Нет, надо, что президент там подписал. То есть как-то, я тебе говорю, на разных языках говорили. Да? И потом тоже спрос по покупке мяса, но там уже более сложно, потому что... санитарные лицензии портится еще. И вот этого... Я не смог вот как-то стыковать вот этих двух миров, понимаешь? И форма, как мыслили те предприниматели, да, вот и здесь как принимает Гватемала, да. Ну, печально, да, потому что, конечно, Россия страна большая, и всегда бизнес идут с большими странами, да, там, может быть, Мексика, да, там как-то больше контактов, больше коммерции, да. Возможности сделать бизнес в Гватемале всегда есть. Например, портов, я тебе говорю, там расширяются, да, электростанции до сих пор там требуются, да. Электроэнергия, поставка каких-то материалов. Гватемала покупает очень много удобрения. То есть это основной бизнес из России. Из России покупает? Ну, я давно не посмотрел статистики. Я, может быть, я тебе говорю, там лет 10 назад посмотрел последний раз вот этой статистики. Да? Там были такие химические заводы, и там производится очень много, там, я не знаю, там... азот, я не помню сейчас, ну вот для сельского хозяйства, там кораблями покупают. А экспортирует вообще Гватемала в другие страны, помимо вот никеля, кофе, что мы разобрали, что еще? Сахар. Сахар? Да, смотри, да. Да, сахар, она является в зависимости от урожая либо третьим, либо четвертым поставщиком сахара на мировой рынок. Нет, Гватемала, смотри, дальше, можно даже не поверить, да, из России, может быть, даже не... Но когда открылся завод, и я начал работать с инженером, директором по инженерии, мы ездили по разным заводам в стране, посмотреть, как работают, какой уровень зарплаты, какой уровень, технический уровень, да. И, короче, один раз были на комбинате по производству сахара, да? Инженер Магдалена, один из крупнейших в Гватемале. У них сахар, и с отходами они производят электроэнергию, поэтому мы там были, да? Как они сжигали электроэнергию, из отходов электроэнергии еще там из чего-то делали удобрение какое-то. И, короче, там у них были огромные реакторы. И думали, ну, что они здесь производят. И там, оказалось, они производят спирт. Там, не знаю, столько этих флаконов, гектолитров, или, я не знаю, там тысячи гектолитров, там очень много спирта. И куда, ты думаешь, отправляют спирт? А куда отправляют? В Россию? В Россию. Не все, конечно, там еще в Мексику делали текилу, да? И в Россию, чтобы делать спиртные напитки. Конечно, не обеспечили весь рынок, да? Но все равно. Что производит Гватемала? Фруктов, цветов. Много цветов производит. Но цветы куда они поставляют?
Цветы в Голландии, например, смотри, есть Пасхи, не знаю, Пасха, слышал про Пасху? Пасха. Ну, на это время года они здесь производят, короче, отправляется только стебель, без корней, без ничего, да? Чистый от земли в каком-то геле, да? И отправляют тысячи в Штатах, в Европе, и они там посадят в горшок, и через несколько недель уже цветок такой красивый, там красненький, желтенький, знаешь, он всех форм. Да, называется Пасква. Мы не можем его иметь, поскольку это является ядовитым, смертельным для котов. Да, ну, например, орхидеи тоже есть большие такие оранжереи, где производят цветов. Это одна... Овощи для стран Центральной Америки, потому что климат в Гватемале холодный, и здесь растут овощные культуры, горошек, чуга, морковка. Самое простое, которое не растет в других местах, потому что там жарко. А у нас холодно. Лук. Видишь, например, в Эль-Сальвадор не производится лук и картошка. То есть есть определенные такие овощи, которые для Центральной Америки. И что производит еще? Клубника. Такие. Есть у нас большие, бананы, понятно, есть большие плантации бананы. Есть африканская пальма, называется. От нее производят масло, растительное масло, из пальмового масла. Тоже огромные, стали огромные фермы и заводы, где делают масло. И тоже очень большие, вот эти компании очень большие, по 20 тысяч сотрудников, например, да? И не знаю, они, наверное, на экспорт, потому что столько масла не нужно, точно ли в Гватемале не нужно. Сахар это, наверное, один из... Сейчас очень много денег поступает в стране за счет иммигрантов, которые есть в США. Очень много людей там уезжают на заработку и отправляют Сюда, да. Там очень много денег отправляют. Не помню, но там... По-моему, 3-я статья доходов. Там 20 миллиардов долларов в год или что-то такое. Знаешь. А почему они уезжают? Что им здесь не хватает? Потому что там платят больше. Здесь Гватемала дорого. Здесь у нас дорогая страна. И, например, если сравнить с Россией, например, или с другими странами, даже Испания чувствуется, что она дешевле. То есть здесь, например, еда, я не знаю, электроэнергия дорогая у нас, да? Потому что... Почему у нас электроэнергия дорогая? Потому что у нас есть очень много рек и очень много гидроресурсов, но не делаются проекты, потому что есть очень много людей, которые не хотят, специально не хотят, что и построили, потому экологисты, да? И что там будет строить электростанции, они думают, что вода исчезнет, да? Я не против гидроэлектростанций. Есть огромные реки, огромные ресурсы, но вместо этого делают на угле. А уголь дорогой, потому что у нас нет угля в Гватемале, и все покупается. И поэтому цена дороже. Да? И есть другие страны, которые более конкурентоспособны. Например, если ты хочешь открывать завод, ты смотришь на цену на минимальная зарплата у человека, и смотришь цену на электроэнергию и сравниваешь с Колумбией, например, да? И сразу понятно, что Колумбия может быть в 2 раза дешевле, например, и идут туда. И это делает, что наша страна стала неконкурентоспособной. Первая зона, она безопасна раньше была? Нет, она была раньше очень опасна. Смотри, к тебе пришел соведущий. И раньше опасно было, и сейчас? Нет, сейчас не так, как раньше. Сейчас намного нет точки сравнения с тем, как считалось, что раньше опасно, и как сейчас стало последние лет 10. А с чем это связано? Почему так резко изменилось в течение 10 лет? Во-первых, смотри, там есть 6-я авенида. Ты по ней гулял, наверное, уже? Нет, я особо не гулял сейчас. Нет, да? Там есть пешеходная улица, которую полностью очистили от антисоциального элемента и сделали там пешеходную зону. И в течение 1 года там вновь начали работать магазинчики, рестораны,
торговые центры, там есть отели, там есть новые здания, переделанные из-под заброшенных отелей. Там же есть здание, называется оно Центро Виво сейчас, и это заброшенный отель Риц, который был заброшен в начале 90-х годов. Знаете, и лет 15 это была штаб-квартира местных гватемальских панков. И очистили, построили жилье, квартиры там сейчас, которые в основном на Airbnb сдаются. Нормальная зона. Шестая. Шестая авенида, в первой зоне. В первой зоне. В первой зоне, да. Да. Полиции стало намного больше. Сейчас. Да. Я их что-то не замечаю особо. Нет, есть. Главное, чтобы не замечать их. Где они прячутся? Нет, в первой зоне их там вполне достаточно. Да. Даже по дороге едешь, их особо не видно. Ну, это же хорошо. Ну, как сказать, а если понадобится их помощь? Ну, они вдруг откуда-то появятся. Первая зона, теперь там можно сходить погулять в этом. Не то, что как раньше ходишь и там шарахаешься. То есть правительство борется с преступностью? Да, это было, когда был президент Отто Перес Молина. Он поставил одной из своей целью это борьба с преступностью и объявление политики «мано дура», твердой руки. И тогда появилось больше полицейских. Конечно, нужно больше, чтобы их было, и чтобы они были лучше экипированы. Они хорошо экипированы, но надо больше. И дело в том, что раньше, после гражданской войны, было принято очень много смягчающих законов, и очень часто в пользу преступников, что полиция не может тебя там пальцем тронуть. Потому что если полиция будет арестовывать преступника и во время ареста его ранит или, там, не дай бог, убьет, то в тюрьму сядет полицейский. То есть совершенно никакой защиты правовой полицейские не имели, и это были издержки от остатков гражданской войны, которая 36 лет была в Гватемале. А с какого момента изменилось то, что этот закон поменялся? Ну, совсем поменяли закон буквально вот на днях, пару дней назад. Но, вот, как тебе сказать, само отношение, что и появились зоны такие вот, как в первой зоне, как в Каэле, что ты можешь спокойно гулять и не бояться. Ну, может быть, есть карманники везде есть. Но это не то, что чтобы к тебе с пистолетом подошли и пытаются у тебя что-то украсть. Но сейчас, получается, Гватемала-Сити, она безопаснее? Да, конечно. Но все равно же есть какие-то зоны, где не рекомендуют ходить гулять или нет? Ну, есть зоны, может быть, менее благополучные, но а что там гулять? Там же неинтересно. Ну, каждый ищет свой интерес, кому-то интересно вот это увидеть. Согласна, хорошо. Таких вот, ты знаешь, я не думаю, что есть такие зоны совсем и опасные, где не рекомендуют совсем вот ходить, что туда войдешь и не выйдешь. Ну, понятно, есть зоны менее благополучные, есть более благополучные. Я думаю, что можно ходить везде. Менее благополучных больше полиция находится? Да, я думаю, что да. Есть некоторые районы в столице, которые красные зоны. Я думаю, что в любом городе в мире есть свои красные зоны. И там местные банды, которые... Например, если ты имеешь бизнес, ну, например, небольшой магазинчик или аптека, ты должен будешь им платить. Да? Какая-то квота. Это рэкет называется. Рэкет. В Питере Если были красные зоны? Да, конечно. В Питере я все знаю, я весь город знаю. Я знаю питерских бандитов, например. И, например, таксисты, да, например. У кого-то там были таксисты, друга, были 5 таксистов. И он говорил, блин, я каждую неделю должен оплатить столько, блин. Я говорю, если ты не хочешь, то ты платишь, займись другим делом, да.
или тебе остается деньги, тебе остается прибыль, да? И он говорит, ну, конечно, да. Ну, тогда это просто как один налог, да? Как налог. То есть, но, к сожалению, в многих местах люди должны платить этим местным бандам, да? И я думаю, что в Гватемале есть продвижение по борьбе с этим. Я думаю, что есть... Не как в Эль-Сальвадоре. В Эль-Сальвадоре было жестко и было эффективно, в конце концов. Здесь нет. Потому что здесь, к сожалению, в Гватемале вот эти... Наша история Гватемалы, она более сложная. В Эль-Сальвадоре тоже жесткая, но здесь у нас была гражданская война. До сих пор в Гватемале чувствуется... есть люди, которые не хотят с этим расставаться, понимаешь? То есть были военные и были партизаны. Ну, это какие года были? Эти были... Например, смотри, у нас гражданская война началась в 1966 примерно. Была первые группировки. Это была одна секция военных, которая отделилась и которые хотели захватить власть силой. Да? Они поняли, что не могут, и они убегали на горах. Были несколько лидеров, командантов, или как это, командантов, да? Но это длилось примерно где-то 3 года или 4 года, они были уничтожены. То есть армия Гватемала их полностью искоренили. То есть полная военная победа. Потом, но осталось те, которые коммунисты, с коммунистическими, которые были в университетах, которые были преподаватели, которые читали, что есть несправедливость, которые нужно... и они были как партия, называлась... У нас была запрещена коммунистическая партия. Это называлась Гватемальская партия труды. И они были как-то на подполье, знаешь, они встречались и думали, как организоваться. Через несколько лет снова вошла как-то вторая война движений, да? Тоже армия жестко с ними боролась. Но пришел момент, когда самые темные годы были с 78 по 82 примерно так. Примерно, это так, я тебе говорю. Так. Там были, конечно, жестко. Там пришла армия на каких-то деревень, а в этих деревнях считалось, что они прятали партизанов. И действительно это было так, понимаешь? Потому что не может быть, что они все такие ни при чем, да? То есть были улики, пришла армия, говорит, давайте партизанов, они не сдавались, спрятались, и они, допустим, сожгли всю деревню. Да? Были несколько таких случаев, когда это... Поэтому некоторые люди в Гватемале считают, что здесь был геноцид. Да? Я считаю, что не был геноцид. Это были военные операции, такие конкретные, точечные, на определенные деревья. Но действительно было убито очень много невинных людей, да? Которые не связывались или косвенно оказались. И, конечно, это очень темные времена. И поэтому до сих пор есть люди, допустим, сыновей вот этих родственников, вот этих людей, которые до сих пор говорят, что государство или правительство как-то, знаешь, никогда не довели справедливость, да, например. Или, допустим, какие-то военные генералы, полковники тех годов, которые управляли вот этих операций, до сих пор они на свободе, да, можно сказать. Да? Для некоторых людей это, допустим, герои. Да? Герои войны, которые сделали так, чтобы коммунизм не пришел в Гватемалу. Для других это ответственность за этих убийств. Да? То есть, и до сих пор вот этот спор идет, понимаешь, и разделяет страну. И когда у нас закончилась гражданская война, сюда приходила ООН, придумали вот эти условия о перемирии с партизанами, с военными, и сделали, называется, acuerdos de paz, то есть мирные договоры. Да? И тут очень до сих пор влияет очень много на политику вот этих, например, уважать журналистов, да, там, правительство не может так сделать, не может переступать. Поэтому, допустим, если есть преступник, и приходит полицейский, и полицейский отрывает волосинка, а у преступника полицейский чуть ли не в тюрьму посадит, понимаешь? Потому что вот эти человеческие права защищают очень много... допустим, что правительство не использовало силу. Да?
Кстати, на прошлой неделе изменили закон полиции. Наконец. И теперь полицейский может стрелять. В случае, если он видит ситуацию, он уже может силу принимать. И это не грозит ему тюрьма, и не грозит... И у полицейских будет камера. Но у них должна быть камера. Да, у них камера. То есть и сейчас все, которые за человеческих прав, все говорят, как можно вернемся на эти тяжелые времена, знаешь, теперь полиция будет всех убивать. И вот такой спор идет, да. Поэтому преступность в Гватемале, полиция до сих пор, она не может бороться сильно с преступным, потому что они боятся, они не хотят, зачем я буду... Но с новым законом что-то изменит? Посмотрим. Например, да, вот здесь бывает так, что там, где был завод никелевый, да, там дорога. Приходят люди, которые против завода, да? Или против... Они закрывают дорогу. Приходят поставят камни, деревья, да? И плакат какой-то там. Мы против чего-то. Да. Приходит полиция и не может их разгонять. В любой стране, в любой нормальной стране полиция может их сразу водой, там, я не знаю, дубинкой, да? Нет, и люди знают, что их не могут тронуть, понимаешь? И они используют этот момент. Да. И это очень вредит экономику. Не хотят, инвесторы не хотят приехать, да, потому что тебе могут закрывать дорогу. А вообще правительство как-то какие-то пособия выделяет вот неблагополучным семьям, малоимущим? Нет. Нет? Нет. И если вот девушка рожает в Гватемале, какие-то материнский капитал есть? Проблема в том, что нужно сокращать рождаемость, а не поощрять ее, потому что... Очень много рождается? Смотри, наверное, за последние 10 лет рождаемость сократилась процентов на 50. Но все равно не стоит вопрос о поощрении ее в какой бы то ни было степени. Есть помощь для детей, которые ходят в школу, потому что в некоторых регионах есть проблема в том, что родители не отдают детей в школу. И они рожают своих детей как свою бесплатную рабочую силу. Что особенно в сельских районах. Эти дети им нужны как работники, чтобы они у них в поле бесплатно работали. И на это, конечно, кто это будет поощрять? Будут поощрять то, чтобы эти дети в школу ходили. Эти дети получают полдник и завтрак в школе, и набор продуктовый для родителей, чтобы они... Отпускали. Да. То есть проблема другая, совершенно другой. Ну, а обучение грани. для этого ребенка в школе, оно бесплатно же? Да, смотри, есть в Гватемале школы платные, есть в Гватемале школы бесплатные. Частные, платные. Вот. Платные школы могут стоить от $50, я тебе в долларах сейчас буду говорить, от $50 до $5000 в месяц. И, конечно, образование в бесплатных школах оставляет желать лучшего. Я не скажу, что все школы будут очень плохие. Нет, но в платных школах, в частных школах, в дорогих школах это будет образование мирового уровня, мирового стандарта. Очень хорошее образование. Дети будут получать. Но за это, соответственно, надо заплатить. Ну, а преподаватели в этой частной школе, они приглашенные учителя? Да. Или они местные гватемальцы? По-разному, могут быть и так, и так. Может быть, например, учительница французского языка в частной школе, которая называется Жюль Верне, а может быть гватемалкой. Да, но она профессор французского языка. Значит, что это высококлассный профессор. Это очень хороший преподаватель. Но не каждая семья может позволить частную школу. Мы приходим сейчас к краеугольному камню строения социального общества в Гватемале. Да? Немного осталось стран в мире, которые
являются классовыми странами, да, где классовое общество, где социальное разделение настолько велико, как в Гватемале, потому что эта страна одна из самым высоким в мире классовым неравенством социальным. Да? Есть социальные слои, там люди бедные, есть люди среднего класса, есть люди очень богатые. И вся эта структура классового общества накладывается на этнические регионы, когда в стране 23 этнические группы, майянские. Есть еще одна этническая, одна нация, которая называется шинка. И эти шинка, они только здесь, больше шинок нету во всем мире, только в Гватемале остался их язык, который является живым языком. Где-то в других частях в Америке был язык, и это языковые группы, но они считаются вымершими, да, умершими языками. То есть это такое лоскутное одеяло, которое вот, оно многонациональное, и оно разноклассовое. И у каждого социального класса есть там свои приоритеты, свои традиции, свои культурные особенности. Я уже не говорю о языковых. Как в Гватемале люди, отделяются классами, да? То есть какой промежуток времени это происходит? Это очень традиционное общество. Очень традиционно. И много семей из очень богатых семей, которые обрели свое богатство еще в колониальный период. То есть это старинные семьи. Но, опять-таки, в Гватемале есть... Это не как в Индии. То есть вот ты родился бедным, и ты там неприкасаемый, и вот ты умрешь неприкасаемым, и твои внуки умрут неприкасаемым. Нет. Здесь можно совершить скачок в течение 2 поколений. Одного поколения, например, когда у ребенка родители были простые люди, но работящие. Они смогли, откладывая деньги, или ребенку повезло, он сам учился хорошо, он заканчивает школу, он идет в университет Сан-Карлос, это бесплатный университет, он отучивается на врача или на инженера и переходит уже в средний класс. Ну, здесь какие профессии ценятся, то есть, чтобы вот как раз ему выйти на это равенство? Подняться, да? Да. Вот, чтобы человек поднялся, смотри, врач, инженер, всякие социальные работники, гуманитарные, типа психолог, что-то вот такое. А потом же можно просто, оставаясь в сельской местности, что не обязательно, что ты бедный человек. Может быть, ты хорошо ведешь свой бизнес, и ты уже агроном какой-то дипломированный, и все равно продолжаешь работать на земле, но у тебя уже и доходы другие, и образование у тебя есть, уважаемый человек. И вот этот уважаемый человек на пенсию, в какое время вы выходите? Смотри, здесь пенсию, либо ты... Вообще такого понятия нет, что я выйду на пенсию. Что я буду получать пенсию, нет такого понятия. Смотри, если ты сотрудник правительственного учреждения, то ты после определенной работы на государстве, предположим, 20 лет, ты уже имеешь право выходить на пенсию с сохранением 50% заработка твоей ставки. То есть 50%. Если человек получал, скажем, чиновник среднего звена, средне-низкого звена, получал где-то $1500, то у него пенсия будет $750. После 20 лет, как он отработал, вышел, так он же еще может продолжать дальше работать. Ну да, это если хочет. Да. Но если он ушел на пенсию, то все, он уже получает свою пенсию и может вести частную практику или или быть как на субподряде. То есть люди, отработавшие на государство, имеют хорошие пенсии. А нет такого, что, по крайней мере, в России, ты выходишь на пенсию,
и если ты будешь работать, то тебе пенсия сокращается. Нет, коэффициент. Ну так это нет. Так, Вот так есть. нет, в Гватемале нет. То есть у людей, например, был преподавателем в институте, и там у тебя была зарплата 18 тысяч, предположим. Ну, предположим, там $2000. У тебя будет пенсия 1000 долларов. А в какой возрастной контингент? От 40, ну смотри, если ты в 20 лет начал, ты в 40 уже идешь на пенсию. Ну, не уже... все там при правительстве работают. А если обычный инженер, тот же врач, он в какой промежуток времени может быть? Смотри, если он работал на государство, то же самое. То есть, если он работал в государственной поликлинике либо в государственной больнице, то же самое? Да, конечно. То есть, все, что связано с государственным учреждением? Да. Например, смотри, самый крупный работодатель в стране – это Министерство образования. В Министерстве образования работает 100 тысяч человек. И все они, если они работают не по срочному контракту, а… Ну, долгосрочно. Да. То тогда они выйдут через 20 лет на пенсию, обретя свою вот эту вот… Подушку безопасности. Да. То есть на государство работать хорошо. А если, правительство если поменяется, правила поменяются? Нет, как это поменяется? Нет, смотри, я тебе расскажу. Вот случай, например. Есть озеро Атитлан, на нем был? Нет еще. Нет еще, съезди, понравится обязательно. Это озеро имеет 3 цикла, опускается, поднимается. И в определенный момент, когда был минимум, сейчас одни из самых минимальных уровней этого озера, вылез остров. Да, вода опустилась, обнажилась земля, посередине вышел остров. Ну, где-то там, где-то. Вот. И ушлые предприниматели хотели эту землю облагородить и там что-то построить. А из соседней деревни пришли какая-то делегация каких-то уважаемых пенсионеров и сказала: вы знаете, нет, эта земля принадлежит, к нашей деревне относится. Вот бумага 1605 года Карлосом V подписанная, что это наша земля. А да, конечно. Все, вот документ есть. Эта земля принадлежит этой деревне. То есть прошло 400 лет, и документы имеют силу. А сейчас по факту не тронута земля? Ничего там не взвели? Нет, ничего, конечно. Это вот случай, как в Гватемале уважается то, что было и есть, и закон просто так он поменяться не может. То есть, если придет новый президент и создаст новую… Президенты меняются каждые 4 года без права переизбрания. Нет, это понятно, но если он придет, к примеру, в начале своего периода, примет какие-то законы… Нет, принимают законы не президент, а парламент. Ага. А президент может его только ратифицировать. А президент может еще выступить с инициативой к парламенту. Как обычно, парламент в жесткой позиции к президенту. Потому что никогда в Гватемале правящая партия не переизбиралась на 2-й срок. То есть кандидат от правящей партии не был переизбран президентом на 2-й срок. Но они сохраняют за собой, как правило, большую скамейку, как это по-русски будет, в парламенте. Фракцию. Больше голосов. У них, как правило, большая фракция в парламенте, и не вступая в союзы с другими фракциями парламента, заблокируют его инициативу. Здесь очень интересная и хорошо функционирующая система противовесов власти. Это парламентская, президентская и судебная. То есть судебная власть, она самая важная. Да. Она самостоятельна? То есть президент абсолютно. Тоже никак не влияет? Нет, президент даже не может выбрать, не уволить, не выбрать никак, не повлиять на генерального прокурора. И сейчас в стране противостояние между избранным президентом
Бернардо Аревало и генеральным прокурором Консуэлой Поррес. Это самая главная сейчас политическая баталия в стране, и он ничего не может с ней сделать. Но она имеет очень большую власть, она может его вызывать на допросы, например. Ну, а она тоже переизбирается? И там сложный этап выбора генерального прокурора. То есть это сначала из коллегии адвокатов, потом есть другие фильтры, как люди проходят. И, например, 3 кандидатов на пост генерального прокурора предоставляются президенту. И он уже из этих 3 кандидатов может кого-то одного выбрать. Но так устроена эта система, что все 3 кандидата будут оппозиционны президенту. И он уже из этих 3 оппозиционных кандидатов будет выбирать одного. Ну, вот действующий прокурор сейчас, он сколько лет уже? Она, это теточка. Она уже сидит 2 года, еще 2 года будет. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Для образования, если ты хочешь давать образование для детей, есть частные школы, есть государственные. Государственные школы по определению они менее качественные. То есть они попадают там на 2 или 3 уровня, знаешь. И частные школы очень дорогие. Месяц, да, как это называется, взнос, оплата в месяц, ребенок может быть там $100, может быть $500, может быть $1000, в зависимости от какой, да. Представляешь, если у тебя есть 3 дети, да, ты хочешь, чтобы они были, допустим, на каждый по $100, только, то есть уже 300, да, на обучение. И плюс других вещах, то есть тебе нужно срабатывать $500-1000, да, а минимальная зарплата здесь 4 тысячи кецалей примерно. Ну, $450. $450, да, например, да, то есть минимальная зарплата. То есть, если ты сравниваешь цены на продуктов, то увидишь, что у тебя уже есть момент, как если у тебя есть 2-3 детей, уже видишь, что медицина очень дорогая в Гватемале. Здесь есть, конечно, государственная медицина, и, конечно, например, моя мама, она на пенсии, и она имеет право использовать, ходить как пенсионерка, она заболела, уже были там несколько раз она заболела, тяжело, и ей все сделали, как-то она очень качественно, очень быстро, она очень довольная, хорошо, но ее спасает, например, ее качество пенсионерка, да, то есть по возрасту ее дают как-то больше преимущества. Да. Но обычно, если тебе надо какая-то операция сделать или что-то, там больницы полные, ты должен ждать, понимаешь, то есть уровень очень, я не могу сказать, что врачи плохие, но вся инфраструктура, сервис и все это делает так, что было тяжело. И, например, есть очень много тоже частные больницы, частный сектор, и очень дорогой, да. Мне кажется, что, например, ты сидишь в больнице, на частной больнице, и ценник будет там $1000, да. То есть там очень дорого. Поэтому все хотим лучшую жизнь, все хотим более красивый дом, более лучшая еда. И с минимальными зарплатами с этим не сделаешь. Поэтому люди идут в Штатах, мигрантам. Сколько стоит поехать? Здесь есть такие койоты, называется. Койоты, да? Ты оплачиваешь койоты, оно стоит примерно 100-120 тысяч кецалей, да? Где-то 15-20 тысяч $, да? Примерно. Оплачиваешь половину здесь, да? Как делают, да?
допустим, оплачиваешь, например, 10 тысяч или 7 тысяч долларов, эти деньги ты берешь здесь за долг у кого-то, да? Едут через Мехико, проходят границу. Бывают те койоты, которые настолько хорошие, что тебе даже работу находят там, да? То есть многие люди уедут и знают, что уже там будет работа. Как только они приходят, ты начинаешь оплатить вторая половина эту койоты. Да? Ты находишь работу, потому что койоте выгодно, чтобы ты платил, правильно? Да. У многих есть родственники в каких-то городах, да, или на каких-то заводах, и этих родственников уже приглашают, ты знаешь, тебе приходишь, и они... И там получают там $10 на час, $20, $30 за час, да. Может, даже больше, в зависимости от что ты умеешь делать. Если ты умеешь, например, на поле работать, если ты умеешь водить трактор, если ты строитель, если ты плотник, если ты там, не знаю, сварщик, то есть чем лучше ты знаешь, такие, да, тем больше, конечно, тебе платят. То есть, если он в Гватемале, предположим, зарабатывает $500-600, то на той же самой позиции в Соединенных Штатах он будет получать 3, 4 или 5 тысяч долларов. То есть разница. Да, здесь ты получаешь 500, а там можешь зарабатывать 3000. И поэтому человек лучше накопить единственное, денег, они там живут как? Они арендуют дом и живут очень много людей в одном доме, да? Мы говорим, Семьями. это То есть нелегально. не семьями, а работниками, знаешь? То есть понятно, что неудобно, все, и деньги отправляют обратно своим семьям, да? Кто-то преуспевает там, да? Кто-то нет, да, то есть всякое есть, да, но в основном те, которые едут, они хотят работать, есть энергия, есть, хотение, да, цель сработать. И очень, допустим, ты видишь, многие люди видят, что, допустим, твой сосед поехал туда, да, и вдруг видишь, что он соседка начинает, жена покупать машину, дом, да, тоже хочется. Понимаешь? То есть они видят, что там есть успех и хотят. Там спрос, очевидно, есть. И был у меня двоюродный брат, он инженер-механик. Но он накопил очень много долга кредитными картами и не мог оплатить никак, понимаешь? И решил, что делать, и поехал туда в Штатах, тоже нелегально, да? Будучи инженер, да? Здесь очень престижно быть инженером. Поехал туда поработать на стройке. Поработал 6 месяцев, все оплатил и вернулся дальше с небольшим капиталом, да. То есть, но есть риски, да. Есть риски, что есть всегда. в Мехико очень опасная страна, там наркокартели, бандиты, которые они уже знают, что проходят этих мигрантов и обманывают их, и крадут, понимаешь, то есть очень опасно. Я бы, конечно, не поехал. Зачем, да, например, мне эти риски? Моя фаза быть иностранцем уже прошла, например. Да? Вот я в России я чувствовал, что такое быть иностранцем, да. Я считаю, что здесь в Гватемале можно поработать на ресурсах, которые есть, с контактами, которые у меня есть, да. Ну, русскоговорящих гватемальцев много, вот как вы поехали в Россию, обучились. Ну, смотри, у нас есть... То есть есть же программа какая-то у вас, да, между Россией? То, что бесплатно обучаться. Да. Давно Россия дает стипендии, 10 мест для Гватемалы. В год? В год, да. И стипендия, да, и общежитие. И оплачивает, когда я был, были смешные деньги, да, потому что было где-то 300 рублей, да, на 300 рублей ты не живешь, да, даже не 10, не 20 лет назад, да. Ну, естественно, моя семья отправила мне деньги, отец. И потом пришел один момент, когда я думал, все, уже я не могу там всю жизнь от отца жить, потом начал работать официантом, да. И друзей у нас есть несколько, которые учились там. Кто-то там как это называется, иностранные отношения учились. Ну, в брак вступил. И он работает, есть у нас друг, Эдуардо, он работал в Министерстве иностранных дел. Он был консулом в России, потом консулом в Мексике. И делал карьеру
по иностранным отношениям. И есть Екатерина, она училась на политолог. Она стала... И она была в разных государственных чиновниках, да, в разных позициях, стала заместителем министра по экономике. Был, например, Хорхе, он зоотехник, он работал на креветочных фермах, стал начальником, потом стал работать для Пурина, это такой завод, который производит корма для животных. Для куриц, для тех куриц, которые кладут яйца. То есть именно конкретно для этого. Он стал специалистом в этом области. Теперь он сам своими... у него своя фирма теперь, и он знает клиентов. И, например, он мне говорил, что в Гватемале очень большая, хорошая возможность заниматься вакцинами для куриц. Например, то есть такие ниши, такие специальности. Josué есть мой друг, он женился на Татьяну, и он занимается бизнесом, он поставщик, тоже поставляет материалов для строительства. И есть Кирилл, но Кирилл он русский, да? Кирилл, он русский, он женился на Гватемалку, устроился. И Венди, которая врач, она работала на комбинате, на никелевом комбинате, как врачом. Теперь она открыла свою аптеку. И сейчас не знаю конкретно чем занимается, но в области медицины. Итак, у нас есть такая небольшая группа знакомых. Ну, вы с этой общиной встречаетесь, вообще общаетесь? Мы стараемся встретиться часто, но, допустим, всегда есть те, которые не приходят на встречу. Ты не приглашаешь, они не приходят. Есть те, которые более компанейские, да? То есть, группа, наверное, 4 или 5 человек, которые мы часто встречаемся. Почему? Потому что направления разные. То есть, понятно. Направления разные, и сложно встретиться с друзьями. А с армией как вообще здесь? Армия контрактная. Служить в армии очень почетно. И... Срочной службы нету? Нет. Там большой конкурс в армию. То есть какого-то дурака и не возьмут, еще не пройдет. Высокооплачиваемая? Достаточно. В основном люди идут из сельской местности. И это очень большой почет, особенно там в западных, в некоторых регионах, что вот там из какой-то деревни в армию пошел служить, молодец. Я не скажу сейчас, сколько жалования у офицеров и солдат, но нет проблем с недобором. Часто армию привлекают к беспорядкам в стране? Привлекают в каком плане? Они вместе с полицией проводят рейды против против организованной преступности, так называемых банд, так называемых пандий. То есть, слышал, есть там пандьерос, да, есть там Мара. Есть Мара Сальватруча, Мара 18. Которые из Сальвадора все побежали к вам и в Гондурас. Конечно, тоже с ними борются, но в Сальвадоре с ними борются жестче. Там и была, конечно, тяжелая ситуация. Наверное, ты был там, рассказали тебе, и там была очень тяжелая ситуация. Смотри, опять-таки, эти мары, да, эта преступность, она базируется и паразитирует, и кошмарит, наверное, людей бедных и в неблагополучных районах. Потому что, как они, да, в Гватемале, не знаю, как в Сальвадоре, но, по крайней мере, в Гватемале, как они доберутся до городского среднего класса. А в сельской местности с представителями, если там бандита поймают такого, если он будет спасен полицией, он может считать, что он родился второй раз. Если его просто повесят, ему тоже повезло, потому что там с такими разбираются очень
очень жестоко и радикальными способами. Его живьем сожгут. Ну, а вот это бандитизм, который он прогрессирует в связи с чем? То, что правительство не следит над малоимущими, которые не обеспеченными людьми, или как? Легкие деньги, видимость легкой власти в молодых, неокрепших мозгах легко дают свои результаты. Ну, правительство не хочет поддержать вот эти семьи? Ну, а как ты поддержишь, понимаешь? Там, например, какой-то пацан лет 16 вдохновляется романтикой. Да, и... Ну, это как раз обучение со школы, да, то есть давать правильную информацию. Есть, как сказать, смотри, образование есть же бесплатное, да, ну ходи, учись, старайся. Сейчас, наверное, в меньшей степени, но все равно есть романтика легкого заработка, когда человек бедный и понимает, что там какие-то бандюки, они крутые, у них есть деньги, я тоже так хочу. Этому очень сложно что-то противопоставить. Значит, надо что-то такое радикальное, да, уже, что ты знаешь, что если ты вот бандит из этой, что ты пандьеро, что ты закончишь свои дни в тюрьме, не видя солнечного света. Так, как в Сальвадоре это делается. Ну, правительство смотрит... Ты все время говоришь про правительство. Не-не-не, просто оно смотрит на пример того же Сальвадора, да, и как-то борется... Понимаешь, дело в том, правительство, чем должно заниматься правительство? Ты мне правительство должно заниматься дорогами, ты там в правительстве дорогу мне строй. Да, и государство не втянуто в частную жизнь граждан. Зачем мне нужно правительство? Мне нужно правительство, чтобы оно там дороги строило, предположим, и полицию ставило. Ну, строят дороги. Это правительство не строит, а предыдущее строило. Это очень слабое правительство сейчас. А с чем это связано? Дело в том, что выбор президента в Гватемале имеет две фазы. Первая фаза, кто выбрал наиболее количество голосов, больше, значит, выходит во второй тур. И во втором туре в этот раз попала традиционно женщина, ее зовут Сандра Торрес. Она из левосоциалистического лагеря, у нее бывший муж был президентом, но она очень одиозная фигура. И у нее есть свой большой электорат, поддерживающий ее, но не превышающий 35%. И у нее самый большой процент антиголоса. То есть я буду голосовать хоть за черта лысого, но я никогда не проголосую за Сандру Торрес. И во второй тур попал один сеньор. Он сын бывшего президента Гватемалы, который считается очень хорошим президентом. И его только поэтому туда и взяли. И за него проголосовало где-то 10% голосов. Но он тоже левак. И он прогрессист. И правые партии, было очень много кандидатов, и правый голос, он распылился по этим 5-6 кандидатам. И во второй тур выходит вот Сандра Торрес и Бернардо Аревало. Аревало, естественно, выигрывает, потому что во втором туре выиграет кто угодно. Если там будет Сандра Торрес, этот кто угодно выиграет, потому что у Сандры самый большой процент кто за нее никогда не будет голосовать. И этот Аревало, он сам, конечно, называлась его партия Movimiento Semilla, движение семечко. Значит, они какое-то семечко там где-то собирались выращивать. Вот. Очевидно, каких-то идей, которые
не поддерживают большинство населения Гватемалы, потому что Гватемала – это страна консервативная. Вот. И у него не было команды. И нет команды. И партию его запретил судья, запретили вот на днях его партию, и не имеет он большинства в Конгрессе, очень-очень слабый президент. И так как у него нет команды, ему нет людей, которые были бы профессионалами в инфраструктуре, профессионалами в других областях, в медицине. И, конечно, это правительство сейчас терпит крах по всем пунктам. И весьма и весьма непопулярны. Ну, случайно так получилось, что случайно он пришел к власти. Но есть вероятность, что его сменят до окончания срока. Ну, если он совсем уж каких-то глупостей не сделает. Ну, уж вот совсем что-то такое вопиющее. Вот он там сидит, бодается с Конгрессом, бодается с генеральным прокурором. Не построено ни одного километра дорог новых. Не проводятся работы по мантенементу, по поддержанию этих дорог в надлежащем состоянии. Ну, хотя бы вот это. Ну, медицину он поддерживает? Как вообще медицину в Гватемале? Проблема основная в медицине, что нужно больше врачей. Надо больше врачей. Надо больше больниц. Вот предыдущий президент Гватемалы Алехандро Яматей, он был сам врач по образованию и практикующий врач. И в его правлении открылось там несколько госпиталей. Да, его обвиняют в коррупции. И он был человеком, приблизившим и одарившим, он нетрадиционной ориентации, значит, своего партнера. Вот. И его не любят, тоже считают большим коррупционером. Но он для медицины, и как раз это была пандемия, ну, более-менее справилась страна с пандемией, без потерь экономических больших вышла. И он там, так как он в медицине понимает, немножко как-то уделял этому вопросу внимание. Но опять-таки говорю, врачей не хватает, врачей мало. Если человек заболеет, он попадет в больницу, его там будут лечить бесплатно, и лекарства ему дадут бесплатно. Но будут большие очереди, да? То есть нагрузка на государственные больницы, да, большая. Вот. Есть частная медицина, она либо страховая, либо платите по факту, но она не дешевая. Стоматология нормальная. Но опять-таки есть отличное высококачественное протезирование. Если человек бедный, ну, тоже, может быть, видел у людей, вот бывает там зубки золотые. Зуб золотые. Да, раньше было модно же. Нет, это для тех, у кого средств не хватает. То есть люди ставят не для красоты, не для... а потому что, ну, вот на что были средства. Да. Ну, есть такой еще момент, что бывает, что тянут до последнего. Вот уже придут в таком состоянии в больницу, что, ну, почему, где ты там 2 года ходил? Ну, а вообще бесплатной медицине все хватает? То есть медикаментов, там оборудования? Ну, конечно, когда оно бесплатное, нужно больше. Не то, что ты там где-то умрешь. Нет, ну, нужно больше. Нужно больше врачей, нужно еще больниц, нужно еще. А проблема врачей с чем связана? Не хотят обучаться на врачей? Людей же много. Это связано исторически с классовым обществом. Потому что человек из более популярных слоев, он не мог себе позволить учиться на врача. Угу. Ну, потому что у него, ну, он-то в школу не ходил, правильно? Может, там у него 4 класса, он читать, писать умеет, а как он на врача пойдет? Приезжих иностранных врачей много здесь? Есть кувинские врачи. Кубинские? Ага, есть скувы.
А им проще легализовать документы А медицинские? есть, по-моему, какие-то программы, по которым кубинцы могут приезжать и зарабатывать деньги, потому что, конечно, качество жизни на Кубе очень печальное, оставляет желать лучшего. И многие приезжают на заработки. Врачи мало, многие остаются. Ну, потому что, насколько я знаю, они должны какие-то бешеные налоги заплатить правительству кубинскому за те деньги, которые они заработали в Гватемале. И не могут они работать очень долго, они должны обязательно вернуться. Если они не вернутся, они потеряют... Там очень все печально. Но врачи, да, кубинские есть, бывают, а приезжают с миссиями, например, в далекие деревни, в какие-то общины, делают, как это называется, когда несколько специалистов приезжают и дают консультации бесплатные в течение определенного времени, как диспансеризацию проводят. Ну, и пациент это получает бесплатно? Да. А им, врачам, за это платят? Может быть, они волонтерят. Может быть, это волонтеры. какие-то волонтерские организации, какие-то волонтерские проекты. От Красного Креста. Медицинский туризм вообще здесь развит, нет? Да. Да. А откуда приезжают? Из США. Из США? Зубы протезировать. А что? Дешевле. Не, окей, дешевле. Так можно попасть на некачественного стоматолога, к примеру. Ну, по рекомендациям, например, эта клиника себя хорошо зарекомендовала. На какие-то более серьезные операции приезжают делать, нет? Кроме зубов. Нет. Ну и сами не уезжают, есть специалисты. То есть, если раньше там не было, да, то сейчас и нейрохирургия, и кардиология. Да, делают, у нас делают. А как здесь с воздушной эвакуацией? Вот пациент оказался в каком-то труднодоступном месте, его заберут? Вертолет заберет. Заберут? Бесплатно? Заберут, да. Какого бы класса не было гватемалец? Если знают, что сделают ему операцию, то приедут и заберут. Ну, чтобы сделали ему операцию, значит, нужно понять, примет ли эта больница его, либо нет. Да. Есть ли подготовка, например? То есть бесплатная эта больница, либо страховой случай, где оплачен страховка, да? Если страховой случай, то должны согласовать со страховой компанией. А если человек вообще, он просто гватемалец, он нигде не застрахован, бесплатно? Не застрахован, поедет, значит, в свой либо региональный свой госпиталь, поедет. Есть несколько в стране таких региональных госпиталей, хорошо достаточно имеющих оборудование, либо уже в центр, либо это, значит, будет больница Сан-Хуан-де-Диос, либо это госпиталь на Рузвельте. Они большие больницы. Но ему предоставят воздушную эвакуацию такому пациенту? Если есть возможность. Ну, то есть по факту, да, нет, и все как бы. Ну, смотри, страна-то, она же небольшая, довезут, скорее всего, так. Ну, да, потому что вертолет все-таки дорогостой. Поднять вертолет и... Там... Ну, вообще, ну, если частный и если будет, то прилетят. Есть же очень развитая система частного вертолетного да, транспорта. но там надо платить. А я сейчас про бесплатную историю, где это обычный гватемалец из деревни, да, попал в тяжелую ситуацию, где-то там в горах, труднодоступное место, на машине скоро не приедешь. Его надо забрать, эвакуировать в больницу. Ну, значит, должен сам. Сам должен как-то. Ну, вот я про это. Вертолет не прилетит. Нет, не прилетит. Ну, ты сам можешь его нанять всей деревни, и как-то там родственники скинутся. И, может быть, так пока будут скидываться, там 2 дня пройдет. Ну, вот. Окей. Ну, какой-нибудь аппендицит и в Элисторе тебе вырежут. Ну, туриста любого примут в каждой больнице или как? Любого человека, неважно, гватемалец он или не гватемалец, обслужит государственное. Бесплатно? Бесплатно. Совершенно. Любого. Это только экстренно? Нет, не экстренно, любого, например. То есть, если даже, допустим, я сейчас подойду в поликлинику и скажу: здрасте. Скажу: вы знаете, у меня вот
Да. И если там будет фельдшер, да, скажет, ну, смотри, тебе таблеточку дам, и направление выпишу, а там ты уже к доктору иди. А уже к какому ты врачу пойдешь, это уже... Ну, то есть доврачебную помощь мне окажут бесплатно. Окажут. В медицинском центре, да, окажут. Ну, просто удивятся, что ты же иностранец. Что, денег нет, да? Может быть, ну, неужели вы не оформили страховку? Да, так-то, да, окажут. Просто некоторые оказывают, ну, в странах Центральной Америки, а потом выставляют счет. Ну, это что, был платный, значит, тебя... Не, бесплатно, государственное. То есть они приняли, даже по экстренной медицине, а потом выставляют счет. Ну, типа, вы же у нас были, вот. Нет, тебя обслужат и пролечат. Понятно, что иностранец он может сказать, ну, сори, денег нет, всем спасибо, я пошел. И большинство так и делают, потому что заранее никто не предупреждает, когда его забирают, на скорой помощи приводят, что ты будешь платить. У меня был случай один раз, когда одному туристу был эпилептический припадок, и мы на скорой его забрали прямо из аэропорта на пожарниках, потому что здесь пожарники пожарные оказывают эту помощь, как скорая доставляют. Там да, есть, парамедик, да, там же есть. Да, там. И его спросили, куда тебя везти? Тебя везти в платную или в бесплатную? Куда ты хочешь? И он сказал, хочу в платную. Ну вот, везли в платную и, да, провели анализы необходимые. Но и анализы тоже стоят, потому что мы томографию, да, там делали. И он 1,5 суток пролечивался. Вот в частной больнице, но у него был выбор. То есть мы спросили его, куда тебя везти, в платную или в бесплатную. Он поехал в платную, пролечился там, по-моему, на 25 тысяч кецалей, где-то на $2500. Ну, это с учетом того, что ему делали томографию и ему делали энцефалограмму. А вообще местные гватемальцы как относятся к иностранным туристам, к эмигрантам? Открытая страна. Да, открытая. Не доброжелательная. с таким видением, что вот ты наша... что ты кошелечек ходячий. Ну, есть один вариант, что кошелечек ходячий, есть другой вариант, ты займешь мое рабочее место в стране. Нет, наоборот, считается, что этот человек, он из Европы, там как-то по-другому делают. Наверное, он нас сейчас научит. Там же получше живут, значит, он что-то знает. Да. С другим взглядом, да? Да, и он сейчас посмотрит, и мы у него тут сейчас научимся чему-то полезному. Такого нет, что приехали тут, понаехали тут. Да, понаехавшие. Не очень хорошо относятся к венесуэльцам. Ну, это и в других странах. Коста-Рика не очень любит никарагуанцев. Не любят, потому что они шумные. Ты заметил, что Гватемала тихая страна? За исключением вот того дядьки, который сейчас что-то пилит. Который решил постричь газон. Он дерево пилит сейчас. Я слышала, как у него ветки падают. Они шумные. Ну, как сказать, в определенных районах, вот даже где я остановился, там гундят и гуляют вечером. Ну, там, потому что, я так понимаю, понаехавшие, опять-таки. Ну, потому что ты живешь в очень, как сказать, зона, специально предназначенная для гуляния. Не спальный район. Нет, это наоборот, это там активный район, там специально ходят, люди приезжают погулять туда. Но они же все уже молчат, в час ночи уже тихо все, никто не орёт. Ну, где-то до 12 гундят, да, потом молчат. А потом все тихо. Почему? Потому что с часу ночи в Гватемале сухой закон. То есть только до часа можно гундеть? Да. Гундеть вообще можно до 11 только. Ну, бывает и позже гундеть. Нет, это зависит от того, какой регламент в твоем... в твоем кондоминиуме или в твоем комплексе. здании. Да. Потому что, например, здесь можно до 11, суббота-воскресенье. А у меня есть одна квартира в бывшем отеле Риц, как инвестиция. И там разрешено до часу, это правда. До часу ночи можно гундеть. Ну, странно тоже подход. Вот до 12 до часу можно гундеть, а вот фитнес, баня, там, сауна, бассейн закрывается в 9.
Да. Так это что надо же это самое. Ну, а я хочу использовать. Там гундят, мне спать не дают. Дайте мне использовать те вещи, которые присутствуют. Ну, считается, что надо на санитарное время закрываться. Ага, кое там никто не санитарит. Ну, неважно, чтобы проветрилось, неважно. Неважно, закрыто. Да, мало ли вдруг что случится, а кто тебе помощь окажет. Это случится у тех, кто там гундит больше, чем у меня. Может быть, кто-то погундел, и сейчас пойдет туда Качаться. И что-нибудь с ним случится. То есть, ну... А потом часто бывает, что, например, находится на последнем этаже качалка, и внизу уже люди живут. Слышно это, да, с этим согласен. Не было, да? Ну, в этой ситуации нет, он наоборот на первом, и там снизу только паркинг. Ну, вот. То же самое с сауной, то есть она отдельно, там как бы внизу никого, и тоже нет. И я заметил, что они настолько принципиальные, они как часы. Да, приходят, все, 9. Я говорю, ну, подожди минут 10, не, у нас это регламент, все. Да. Ну, я думаю, что в этом тоже отличие Гватемалы, потому что, ну, написано. Вот, ну, они очень правильные, я заметил. Да. Ну, мне написано, вот там сказали маски одеть, когда была пандемия, все пошли в масках. И с точки зрения даже, когда вот аренды я, то есть, искал, я говорю, ну, давайте, чтобы дешевле было, без комиссии, ну, минуем Airbnb. Они говорят, не, я тоже, кстати, не, у меня первый, нет. А даже человек, который согласился, он мне говорит, ну, знаете, тогда сделаем официально, пригласим юриста, заплатим ему $150, там туда. Я говорю, мне это зачем, мне на месяц только. Да. Ну, то есть, все официально, я бы тоже так сделала, конечно. Не, ну, поди знай. Ну, мало ли. Нет, так они берут мой аванс. Допустим, я беру... Нет, смотри, а мало ли, я тебе объясню, почему. Так они могут не вернуть мне аванс. У меня тоже риск есть, если я договор не заключу. Нет, смотри. А может быть, ты связан с преступностью, с преступным миром, и там что-то случится. В квартире? Ну, да. Мало ли вдруг, ну, не ты, конечно, а кто-нибудь, да, вот на твоем месте. Может быть, какой-нибудь дилер. Его убьют там в квартире. Ну, я просто... А потом... Я сравню, даже недалеко ходить не буду с Сальвадором. Я в Сальвадоре, чик-чик, мы договорились напрямую. Здесь... Да я даже аванс не платил. Вот даже аванс не заплатил. Я заплатил за сумму, за свое проживание. Все. И мужичок оказался окей, даже он оказался врачом. И как бы без проблем. Мне тут, ну, слушай, вот положено... У нас был случай, вот соседи там тоже фестивалили, и без 5:11. Без 5:11, там даже подрались. Все, в 11 за всеми приехал Uber, всех увезли. А вот если подрались, насколько охрана вызывает полицию? Там они, мужики сидели. Там не вызывает вот сразу там полицию, типа разборки, вот все прочее? Да нет, они там между собой сидела компания, попихались. Ну, все закончилось ровно в 11. Приехала машина, за каждым приехала машина или жена, или там как-то сами отползли. Ну, в 11 уже все было тихо. Ну, я к тому спросил, что нет такого, что если видят, это даже не в кондоминиуме, а просто на улице, что человек там мешает обществу, либо что-то делает и вызывает полицию. Любой человек, прохожий. В Гватемале, смотри, в Гватемале разрешено ношение огнестрельного оружия. Ага. Велика вероятность, что будет мимо проходить какой-нибудь колхозник с пистолетом, и ему скажут, что так делать нехорошо. Мне это не нравится, да? Да. Ты иди буянь в другом месте, сейчас я тебя успокою. И поэтому как бы люди, ну, достаточно спокойная публика. Ну, если он выстрелит, кто будет прав? Ну, если тот на него пойдет, вот... Ну, это да. А если он пойдет, там будет на него нападать, как-то угрожать. Ну, не стреляют. Хотя есть оружие у людей, но они не стреляют. Просто припугивают. Ну, разойдутся. Ну да, вызовут полицию, да. Да, вызовут. Вызовут охрану, вызовут полицию. Полиция придет, будет уговаривать сначала, что так делать не надо. Нехорошо, но могут арестовать и вот. Ну, это очень прям глаз сильно режет, когда я вот заехал даже в страну из Сальвадора. Ты едешь по дороге, все такие правильные, даже на дороге автомобилисты там едут медленно.
по факту, я что заметил, создают пробку они. Ну, то есть они очень медленно едут, соблюдают там скоростной режим там, и так далее. Ну, колхозники. Вот. То есть в Гондурасе ты едешь, там все безбашенно едут. Там навстречу куда-то сплошную пересекают. И Нет, ну здесь тоже могут пересекать. Плюс там в Гондурасе без номеров ездят. Да. Не, ну здесь поймают. А там на официальном уровне без номеров, потому что у правительства нет денег, чтобы выделить вот этот Нет, железку. ну здесь же это бизнес, ты за все платишь. Бывают люди, за все платят. Там, за номера платишь, за это платишь, за это платишь, за 5-е, 10-е платишь, за парковку платишь, за права платишь. То есть на улице можно припарковать бесплатно или только платные парковки? Ну, есть и бесплатные парковки, а те, которые вот тебе за денежку предлагают, это они работают парковщиками, они будут охранять твою машину, а ты им за это денежку. Не, да, есть ребята даже, которые просто переодеваются. Алло, я парковщик. Это и в Сальвадоре такое видел. Я просто где жил, на районе, на улице парковал, не во дворе. И он по вечерам переодевался в парковщика просто. И он такой, паркуйся. И потом такой... Да. Ну, ты знаешь, что он будет следить за твоей машиной. То есть он будет ответственный. Ну, я там на ночь поставил, а он в 12 уйдет. Зачем он Не мне нужен? уйдет. Он будет там, и... потому что, мало ли, он уйдет, а ты уедешь и не заплатишь. А есть вообще минусы страны в Гватемале? Минусы? Какие минусы есть? Что хотелось бы изменить? Ну, смотри, здесь в Гватемале нужно не как в Европе, не как в других странах, да? Здесь тебе никто не помогает, если ты приходишь там, например, просто так, да? Нет такое, как что правительство тебе будет пособия какие-то давать, понимаешь? Или ты должен понимать, что здесь все за деньги, да? Поэтому есть красивые места, да, есть красивые районы. Например, кто бы не хотел жить в Антигуе, рядом с вулканом, понимаешь, в колониальном городе. Вулкан извергаться Это, конечно, начнет. красиво, прекрасно, но это... Ну вот. Ну, это же красиво. Нет, ну там даже Я объясню, смотри. запах просто вот этого всего пепла дышишь. Ну, смотри, это, допустим, ладно, не нравится вулкан, хорошо, да, на море, на озере Atitlán, например, есть очень много красивых мест, но там ценник, да? То есть ты должен понимать, что там домик будет стоить миллионы. Да? Ну, это туристические зоны. Туристическая или элитная зона. Да? И потом, какие реальность, как реальность Гватемала? Здесь у нас большие пробки в городе, общественный транспорт очень плохой. Например, нет, к сожалению, у нас нет метро, например, в столице. Автобусов есть, но не настолько развито, как в других странах, понимаешь? Ну, это городской транспорт, автобус или частный? Городской транспорт. Городская система. Городская система, она должна развиваться и развиваться, потому что если ты иностранец, например, тебе тяжело будет передвигаться по городу. Да? Это, я считаю, что это минус, да? Потом, например, у нас есть, как это называется, преступность, да? Опасность, может быть, не настолько, как иногда говорят по Гватемале, что на каждом углу тебя будут убивать, но надо понимать, что здесь все равно есть преступность. Да? Здесь даже не важно в каком месте, в любом месте ты не можешь идти, например, с фотоаппаратом большим, и вот так, знаешь, таким видом, как туристы, что сразу тебе могут ограбить, да, например. Ну, это мелкие воришки или это группировки какие-то с пистолетами, с ножами? Нет, здесь в основном группировки есть. Здесь группировки. У нас есть, ну, я не могу тебе конкретно сказать, но есть две основные группы. Да? Дело в том, что о преступном мире, да, я не могу тебе тонкости сказать, да, но, например, к сожалению, Гватемала попадает на этом коридоре, где проходит очень много наркотиков в США и в Европе. Ну да. Эти люди, эти бандиты, да, ну, наркодилеры, да, они тяжело вооруженные, скажем так, да.
если ты не тронешь их, да, не имеешь дела с ними, ничего не происходит. Они не грабят на улицах. Да? Но я думаю, что есть очень много людей, которые хотят тоже войти в этот мир. Хотят заработать легкие деньги, потому что там миллионы, там миллиарды крутятся. И я думаю, что есть предательства, ну, знаешь, такие... И там очень много людей мертвые находишься. Вот, понятно. Жесткие такие убийства. Но сразу понятно, что это потому, что он, наверное, связывался не с теми людьми, понимаешь? То есть просто так не убивают тебя. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков новых подкастов с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.